Всех приветствую. Fiat Doblo 2005 год по 2009 год. Выпускался в нескольких кузовах. Это были грузовые кузова без боковой дверки. Также были грузовые с боковой дверкой. Была версия, которая называлась Maxi-версия. Это удлиненная база с боковой дверью. И была полностью пассажирская версия с задним рядом сидений и одной или двумя боковыми дверками. Задние дверки различались, они были либо две дверки, либо одна была монодверь. Касаемо кузова, у Fiat Doblo есть огромный плюс, кузов оцинкован и хорошо сопротивляется коррозии. Торпеда выполнена немножко в вычурной форме, это касается и высоко расположенного рычага переключения передач. Все элементы управления находятся под рукой, все довольно-таки удобно, и высоко расположенный рычаг КПП тоже оказывается довольно удобным. Руль в автомобиле довольно легкий, но малоинформативный. Панель приборов оснащена электронным одометром и встроенным бортовым компьютером, который показывает текущий расход, общий расход и время. Для задних пассажиров достаточно все удобно, но не перегружено комфортом. Единственная особенность здесь ручки открывания дверей сделаны немножко непривычно в виде курка на пистолете. То есть для того, чтобы открыть дверь, нужно нажать этот курок. Сиденья складываются, и нижние части, и спинки складываются. И получается большое багажное отделение. Если сложить сиденье, получается ровный пол, и так как кузов почти квадратной формы, можно грузить габаритные грузы с прямыми углами, что тоже очень удобно. Как вы видите, в пассажирской версии тоже присутствуют голые металлические элементы, также присутствуют они и на передних дверях, и на задних арках. И вообще шумоизоляция автомобиля не очень качественная. Задняя подвеска является рессорной, и также есть рычаг поперечной устойчивости, что тоже большой плюс. При такой подвеске автомобиль не боится перегрузов, в отличие от пружинной подвески или торсионной, которые боятся перегрузов. Передняя подвеска обычная Макферсон. Что касается общего впечатления от подвески, она не очень мягкая, и автомобиль валкий в поворотах. Тормоза на автомобиле хорошие. Спереди дисковые, сзади барабанные. Также с 2006 года базовая комплектация оснащалась ABS. Самый простой двигатель 1.4 бензиновый, 8-клапанный, самый надежный среди бензиновых. У этого двигателя привод ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня. Двигатель не имеет каких-то выраженных недостатков. Порой забивается клапан холостого хода от некачественного топлива. Также может зимой попадать влага и замерзать привод. При этом пропадают холостые обороты, начинает троить, или холостые обороты выходят за свои пределы, либо больше, либо меньше. Этот двигатель хорошо подходит для города, но для загородной скоростной езды ему явно не хватает мощности. Следующий двигатель 1.6 бензиновый 16-клапанный двигатель, который комплектуется с завода метановой установкой. Так как и все газобаллонные оборудования требует внимания за регулятором давления и температурным датчиком газа. Прочих проблем данный двигатель не имеет. 1.3 дизельный двигатель имеет 85 лошадиных сил и 16 клапанов. Привод ГРМ осуществляется цепью, что есть плюсом, в принципе плюсом, но не в данном случае, потому что используется тонкая цепь, которая не имеет излишнего запаса прочности, и если вовремя ее не сменить, она очень часто рвется, что приводит к серьезному ремонту. При замене цепи необходимо менять также обе звездочки, так как если оставить старые звездочки, поставить только новую цепь, двигатель не будет устойчиво работать, так как нарушены будут метки из-за выработки в звездочках. Рекомендуется менять полный комплект. Двигатель самый хлипкий, но и в то же время самый экономичный. Этот тип двигателей требователен к топливу. Следующий дизельный двигатель 1.9, 105 лошадиных сил, 8 клапанов. Есть такой же 1.9, но с 16 клапанами, у него 120 лошадиных сил. У нас они мало распространены, поэтому я о нем не буду говорить. Двигатель довольно хорош, проверенный временем, имеет достаточный запас прочности и ресурса. Привод ГРМ осуществляется ремнем. Двигатель довольно шустрый и в то же время экономичный. Порой случаются проблемы с датчиком положения ротора топливного насоса. На обоих этих двигателях есть нюанс или минус. Используется демпферный маховик. То есть это не обычный маховик, как на обычных традиционных автомобилях, а составной. То есть он состоит из двух частей, которые движутся относительно друг друга. Между ними установлены демпферные пружины.
которые при определенном пробеге, обычно это больше 150 тысяч километров, начинаются нюансы с этими маховиками. И при замене сцепления рекомендуется менять весь комплект вместе с маховиком, потому что если вовремя не заменить маховик, и появляется вибрация на холостых оборотах очень заметная и звон этих пружин, которые просто болтаются в корпусе. Цена данного маховика может показаться не очень приятной. В целом по автомобилю можно сказать, из плюсов это оцинкованный кузов, хороший дизельный двигатель 1.9, рессорная задняя подвеска, большой грузовой отсек, также удобная посадка водителя. Из минусов сильно кренится в поворотах, больше 130 не очень приятно ехать, слабый в плане надежности двигатель 1.3 и также плохая печка. Печка греет недостаточно хорошо и также сделан плохой обогрев ног. Сопла дует прямо на голень, а ступни остаются холодными. Если у вас есть вопросы, обращайтесь по указанному адресу. Благодарю за просмотр.